Всем привет! Вот поставили нам новый счетчик электронный. Вот Gamma 300. Вчера сидел целый вечер, собирал данные по нему. Вот, думаю, сейчас у многих заменяют эти счетчики. Поэтому решил снять видео, как снимать показания с этого счетчика. Вот. Не забывайте подписываться на мой канал. Здесь мы чиним, ремонтируем все, объясняем, как чем пользоваться. В общем, будет интересно. Спасибо всем, кто уже подписался. Нас уже почти, идем к 600 людям. А теперь к счетчику. Значит, вот такой вот электронный счетчик. Это трехфазный счетчик. И он четырехтарифный. Вот здесь это написано. Вот. Но сейчас у меня он не подключен, никакой тариф. Он работает просто как обычный счетчик. Но я покажу, как снимать с него показания. Я думаю, что с однофазного снимать так же самое, просто он не будет показывать другие показания. Значит, тут у нас есть две вот таких зеленых кнопочки. Есть различные индикаторы 4. Вот. И вверху еще маленькие цифры. Сам по себе он периодически переключает различные показания, каждые, по-моему, 10 или 8 секунд. Значит, сейчас расскажу, что все значит и как что понимать. Вот эти циферки наверху, это коды AV, ABV, короче, какие-то коды, которые нужны, в общем, там в конторе, куда он подключен будет. Это тарификацию показывает, какой у вас тариф стоит. Это количество подключенных фаз. То есть у меня их всего 3, но подключено только 2. Здесь у нас мощность, подключение показывает, что он запитан к сети. И здесь расходование до 1000 там, или больше киловатт. То есть, в общем, толком я не знаю, это в принципе и не важно. Вот. То есть он перещелкивает и сам, но вот эти кнопочки нужны просто, чтобы переключать режим. Вот. Теперь, вот это еще фиговинка здесь маленькая. То есть это направление только активный, реактивный. В общем, для снятия показаний, в принципе, это тоже вам не надо. Что нужно знать? То есть начнем, допустим, с даты. Да, вот сейчас я поставлю дату. Вот. И по кругу начнем. Вот, значит, вот это дата сегодняшняя, которую он показывает. Дальше переключаем в следующий режим. Это время сейчасшнее, которое он показывает. Следующий режим. Это у нас вот это вот, я не знаю, что это. 0,790,87, короче, это меняются периодически показания. Возможно, это косинус тока. Это, в принципе, на показания тоже не влияет. Вот. А теперь дальше. То есть вот это ампераж. Это ампераж третьей фазы. Вот. У меня 0, она не подключена. Дальше переключаем. На второй фазе у нас нагрузка пол ампера, получается 0,5, 0,6 где-то ампера. На третьей фазе 1,2, почти 1,3. То есть вот здесь вот внизу маленькими буковками показывается, какое показание в данный момент снимается. Сейчас амперы. И дальше клацаем. Это вольтаж в сети, напряжение в сети, то, что он показывает. Вот, то есть на одной из фаз 240 вольт, на второй фазе 238 вольт. И на четвертой фазе 202, на третьей фазе 225 вольт, то есть это напряжение сети. Вот. Дальше уже сиюминутное, сейчасшнее потребление в реальном времени, киловаттах, то есть внизу тоже указано киловатт. Вот. Здесь 0 на первой фазе, вернее, наверное, на третьей фазе. На второй фазе 0,8 киловатта и на третьей 0,25 потребления сейчас. Вот. Это общее с начала установки счетчика, то есть киловатт-часов показывается. То есть, это даже не общее, наверное, это да, по дням. Вот. По дням, всем дням, которые были изначально с начала установки счетчика, вот это вот показывает 38,1 киловатт-часов. То есть смотрите внизу вот это обозначение. Это сколько было израсходовано за все ночи, которые он стоит. У меня его только поставили, поэтому так мало. А это общее, тоже киловатт-часов, сколько за это время было израсходовано. Все, обратно к дате. Итак, еще раз показываю. То есть смотрите, я же говорю, значение внизу. То есть вот дата, вот это время точное сейчасшнее. Вот.
Вот это косинусы, возможно что-то другое, я не знаю. Вот, это нагрузка на третьей фазе, 0 она отключена в амперах, то есть вот эта цифра показывается. Это на второй фазе, ой, вернее, на второй фазе в амперах, то есть опять же циферка показывает. Это на третьей фазе, 1,2, это главное, на которой у меня все запитано сейчас. Вот, это нагрузка в амперах. Вот. Дальше у нас вольтаж, то есть напряжение в сети 237, это на третьей, наверное, фазе. Вот, на второй фазе 232 вольт, опять же, я же говорю. И дальше последняя 229, это на последней фазе. Это потребление сиюсекундное. 0 киловатт на третьей, 0,8 на второй, 0,08 и 0,25 киловатт. Это у меня на той, которой все записано, то есть это сейчас в реальном времени он расходуется. Я же говорю, ничего сложного. А по показаниям, я говорю, вот это вот то, что больше, днем вы больше расходуете. Если вы будете ночью больше расходовать, то у вас будет меньше показания днем и больше показания ночью. То есть у меня показания днем больше, потому что пока он работает как обычный счетчик, он не подключен. То есть дальше идет показания за все ночи, то есть перед этим вот назад переходим, это получается. В общем, это в целом все, что он показывает. Это сегодняшняя дата, 22.09.18. Вот. Это время, сейчасняя, то есть это косинус, возможно. Дальше нагрузка на одной фазе, нагрузка на другой фазе, нагрузка на третьей фазе в амперах. Вот, или наоборот. У меня на первой, по-моему, подключено, на третьей нет. Вот. Дальше получается напряжение в сети в вольтах, то есть вот здесь вот на всех фазах. То есть я думаю, что на обычном счетчике, на однофазном просто будет одну фазу показывать и все. Вот. И потребление сию секунду на всех 3 фазах. Вот, значит, что вам нужно знать? Вот это вот получается первое показание, это 38,1. Это все киловатты с начала установки счетчика, которые были потреблены днем. Это киловатты, которые были потреблены ночью. И это общее количество киловатт, которое вы потребили. Вот это, в принципе, все, что нужно знать. То есть общее количество киловатт, это самое большое число. Вот. То, что поменьше, если вы ночью меньше потребляете, это то, что ночью потребляете в киловатт-часах. И это то, что днем. То есть я же говорю, днем, ночью, общее. В принципе, вот так вот снимаются показатели с этого счетчика. Не забывайте подписываться на мой канал, будет много чего интересного. Всем спасибо за просмотр.